Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Сколько часов есть у Трампа, чтобы закончить войну в Украине? И действительно ли Трамп собирается купить Гренландию и аннексировать Канаду? Об этом мы поговорим прямо сейчас на канале «Война и политика 24». Меня зовут Ирина Узлова, и сегодня с нами Юрий Рашкин, ведущий YouTube-каналов Рашкин Report, преподаватель коммуникаций в Университете Висконсина и окружной депутат в округе Рок, штат Висконсин. Юрий, здравствуйте. Очень рада вас видеть. Спасибо. Рад вас видеть, Ирина. Давайте углубимся во все захватывающие события, которые произошли на этой неделе. С чего начать? Я думаю, что пресс-конференция кажется главным событием. Потому что она действительно в некотором роде, я думаю, помогла миру сосредоточить внимание на том, что произойдет после 20 января. Когда избранный президент Дональд Трамп станет президентом. И прямо сейчас, каковы будут приоритеты этой новой администрации? И я думаю, что будет справедливо признать, что, несмотря на то, что было много, казалось бы, спорадических заявлений о нашей внешней политике, я думаю, что они действительно вписываются в достаточно четкую картину и ясное видение мира, в котором мир просто разделен на разные сферы влияния. Каждый как бы смотрит на то, что происходит в его регионе, и это-то, за что он отвечает. Это означает, что эти маленькие, более слабые страны должны выяснить с большой страной, находящейся в блоке, каковы правила сейчас. Смогут ли они сохранить свою собственную страну? Присоединяются ли они к другой стране? Мы посмотрим, потому что сейчас есть пример Гренландии, есть пример Канады, и в том смысле, что они будут прецедентами того, что произойдет и как разные страны отреагируют на этот новый вид давления со стороны Соединенных Штатов, и это не первый раз. Потому что, когда 47-й президент Трамп был 45-м президентом Трампом, Соединенные Штаты уже практиковались в том, чтобы продемонстрировать, что значит быть сверхдержавой и не просто той, которая может поддерживать порядок, но и той, которая следит за соблюдением порядка, той, которая выбирает, каким будет порядок, потому что она самая могущественная. И мы снова возвращаемся к силе, и в этой ситуации, я думаю, большим выводом является пробуждение, которое я начинаю видеть в Украине. Потому что, поправьте меня, если я ошибаюсь, Ирина, но, кажется, на пресс-конференции довольно четко было заявлено, что приоритеты Трампа имеют очень мало общего с окончанием войны в Украине. Сам факт того, что Кит Келлог откладывает свою персональную поездку, уже является тревожным знаком. Но также не планируется тратить деньги, чтобы продолжать помогать Украине. Поэтому реальный ответ уже есть. Это-то, что будет происходить в финансовом плане. Но то, что мы услышали от избранного президента Трампа о его списке приоритетов и о том, сколько времени ему понадобилось, чтобы добраться до Украины, я думаю, и просто в целом его видение мира, и я думаю, было своего рода шоком для украинцев и, возможно, для других людей по всему миру, которые надеялись, которые думали, что теперь, когда выборы закончились, риторика смягчится. И риторика не обязательно смягчилась настолько, насколько она изменилась. И она сместилась в определенном направлении. Это можно объяснить, потому что Трамп уже давно говорит, что хочет иметь хорошие отношения с Владимиром Путиным. Но что это значит? Это не значит, что он считает Путина замечательным, в моем или в вашем понимании, человеком, мол, он такой крутой парень, и поэтому мы его просто не понимаем. Вы знаете, мы неправильно понимаем Владимира Путина. Нет, я думаю, что Дональд Трамп не совсем поэтому хочет иметь хорошие отношения с Владимиром Путиным. Это не потому, что мир неправильно понял. Это потому, что мир, который не ценит сильные стороны Владимира Путина,
Путина, весь его образ мышления — это то, что, как я думаю, Дональд Трамп на самом деле поддерживает, желая иметь лучшие отношения с Владимиром Путиным. Дело в том, что они как будто участвуют в одной гонке. Иногда в России говорят «два сапога, пара». Но я думаю, что это было довольно ясно выражено с точки зрения приоритетов, выраженных избранным президентом на его пресс-конференции, и я думаю, что это явно вызвало шок по всему миру, что является важной особенностью новой администрации. Потому что до тех пор, пока мы чувствуем себя немного неуравновешенными и чувствуем неуверенность, легче манипулировать, направлять людей или вводить их в заблуждение. Так что, опять же, мы не знаем, станет ли Канада частью Соединенных Штатов, сейчас кажется маловероятным. Но тот факт, что это вредит, если не разрушает, отношения между Соединенными Штатами и другими странами, включая нашего ближайшего соседа, Канаду, нашего крупнейшего торгового партнера, очень разочаровывает. Это очень печально. Так не должно быть, вы знаете, это просто не должно происходить. И когда мы говорим о тарифах, которые мы сейчас планируем ввести в отношении Канады, это грустно, потому что то, о чем мы говорим, это, прежде всего, много древесины, а пиломатериалы — это строительство. И это означает, что стоимость жилья в Соединенных Штатах будет расти, потому что стоимость нового жилья, в частности, резко возрастет, возможно, так же, как и тарифы, потому что это строительные материалы. Я думаю, что люди в Украине иногда не понимают. Есть история про 3 поросят, о том, у кого из какого материала был построен дом, и украинцы, по-моему, строят дома из кирпича, а американцы строят дома из соломы. На самом деле это не солома. Это доски из Канады. Так что, если у нас их не будет, мы знаем, как это будет работать. По какой-то причине нет желания проходить по этапам и просто думать о последствиях, которые так или иначе произойдут, планируем мы их, обсуждаем или нет. И поэтому я думаю, что в конечном итоге вывод заключается в том, что очень приятно, что рано или поздно мы услышали довольно прямое заявление от вступающего в должность президента, в котором излагаются его приоритеты, и я думаю, что это действительно немного уверенности, которой у нас не было. Потому что даже если эти приоритеты являются чем-то, с чем мы не согласны, или нам это не нравится, или мы чувствуем угрозу, по крайней мере, я думаю, что это информация, с которой люди могут начать работать. К сожалению, всегда находятся те, кого я называю шептунами Трампа, которые считают, что услышали что-то, хотя он вряд ли мог сказать что-то настолько плохое. Нет, наверняка в этом был какой-то другой смысл. Вы знаете, я слышал, как кто-то сказал, что на вопрос, на который Трамп ответил около 6 месяцев или сколько времени потребуется, чтобы закончить войну в Украине, а не 24 часа. Что была некоторая неясность в отношении того, как вопрос был задан, записан и пойман микрофоном. И поэтому не совсем ясно, что мог иметь в виду Трамп. Ладно, конечно. Если люди хотят пойти по этому пути, это их выбор. Но я думаю, что мы должны поблагодарить избранного президента Дональда Трампа за то, что он четко обозначил свои приоритеты, что позволяет остальному миру что-то с этим сделать. Юрий, это действительно был мой первый вопрос о том, как вы относитесь к пресс-конференции Трампа и какой посыл вас удивил и шокировал, но я вижу, что почти все. Вы знаете, вчера у меня был разговор с моим коллегой, израильским журналистом Цви Зильбером, и мы с Цви решили, что мир будет разделен на 2 части, до 20 января и после 20 января. И мы с Цви ждем позитивных изменений после инаугурации Дональда Трампа. Но я думаю, что вы не можете с нами согласиться, не так ли? Я думаю, что для меня метафора, которую я использую, это Золушка, это бал Золушки в Королевском дворце, где все было замечательно до полуночи. А потом часы пробили полночь, и все действительно изменилось. И карета превратилась в тыкву, и платье выглядело не так, как раньше. Но, знаете, она все-таки поскользнулась. Так что это хорошо. Но я думаю, что есть и другое.
Я считаю, что люди, которые считают, что это им как-то пойдет на пользу приход к власти Дональда Трампа, введены в заблуждение не по своей вине. Я думаю, причина в том, что их дезинформируют. Потому что один из самых интересных для меня опросов в Соединенных Штатах, который, как мне кажется, запомнился после выборов, заключается в том, что люди, которые обратили внимание на новости, проголосовали за Камалу Харрис. А люди, которые не обращали внимания на новости, голосовали за Дональда Трампа. Это было большое несоответствие в направлении. И я думаю, что некоторые из нас будут менее удивлены, а некоторые из нас будут более удивлены тем, что произойдет, но в любом случае, я думаю, что даже те, кто думает, что каким-то образом они будут защищены, не в полной мере оценивают масштабы аппетитов нынешней администрации. Кажется, они становятся почти более голодными по мере приближения к ресторану, то есть к Белому дому и власти, потому что их заявления о том, что они готовы делать до выборов и после выборов, теперь имеют большие разрывы и различия, и они становятся только смелее и смелее. И хотя Дональд Трамп сказал, что будет ад, если Хамас не сдаст заложников, это также на каком-то уровне может ограничивать действия Израиля в большей степени, чем они были фактически ограничены администрацией Байдена. Так что посмотрим, как все это работает и что будет происходить. И как будут чувствовать себя те, кто считает, что Дональд Трамп станет 47-м президентом, пойдет им на пользу. Интересно, как долго они будут продолжать чувствовать себя таким образом. И я думаю, что со временем число людей, которым это пошло на пользу, будет резко сокращаться. Юрий, давайте пошагово обсудим месседжи Трампа. Зеленский прокомментировал одно из таких сообщений Трампа об Украине в НАТО, что нам не стоит делать поспешных выводов. Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что понимает чувства Российской Федерации, которая выступает против вступления Украины в НАТО. По его словам, не стоит делать поспешных выводов о политике Вашингтона в этом вопросе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Помните, Украине говорили, что комплексы «Патриот» не могут быть отданы и есть только в странах НАТО. Либо мы давно в НАТО, либо не стоит делать никаких выводов, сказал Зеленский. То же самое было и у нас, и с «Патриот», и с ракетными комплексами, и с другим вооружением. Сейчас нужно работать и делать все, чтобы Украина получила гарантии безопасности, достойные нашего народа, которые могли бы остановить Путина, отметил Зеленский. Но думает ли Трамп о других мощных гарантиях безопасности? Как вы думаете, для Украины, если речь не идет о вступлении в НАТО? Я думаю, важно признать, что НАТО — это, по крайней мере, улица с двусторонним движением, потому что вступление в НАТО имеет свои преимущества, и НАТО должна выполнять свои обязательства перед своими членами. Я имею в виду, что они оба должны что-то делать. И я думаю, что с точки зрения использования Украиной своего вступления в НАТО в качестве метода переговоров в этой большой схеме попыток решить проблемы сейчас, если американская помощь на правительственном уровне скоро уйдет в прошлое. Может быть, это имеет смысл, правильно, чтобы Украина сказала, если мы сохраним это и это или что-то еще, а затем взамен мы не будем проситься в НАТО. Так что, похоже, это обмен, который не обязательно будет стоить ничего в краткосрочной перспективе, но он позволяет Украине иметь что-то для переговоров. И это часть того, что, как я считаю, является политикой администрации Байдена, заключается в том, чтобы оставить много рычагов влияния для новой администрации. Таким образом, если Украина в обмен на хорошую сделку официально захочет вступить в НАТО, это само
по себе не обязательно означает что-то краткосрочное, хотя в долгосрочной перспективе это, безусловно, показывает, что Украина не идет по пути, который, я думаю, большинство людей в Украине хотели бы. Потому что я думаю, что большинство людей в Украине хотели бы вступить в НАТО, потому что я думаю, что они понимают, что это гарантия их безопасности, потому что Путин до сих пор не напал ни на одну страну НАТО. И это подводит нас ко второму пункту, который заключается в том, готово ли НАТО защищать свои государства-члены. И прямо сейчас, при этой администрации, нынешней администрации президента Байдена, мы видим, что он объединил союзников, чтобы помочь Украине. И даже встречи Рамштайн, которые регулярно и часто происходят в течение последних нескольких лет, демонстрируют их твердую приверженность Украине. Поддерживать Украину до тех пор, пока эта администрация Байдена будет находиться в Белом доме, что не совсем то, что было обещано, но я думаю, что такова реальность. Что произойдет после этого? Если Путин нападет на страну НАТО, будут ли Соединенные Штаты во главе с президентом Дональдом Трампом готовы противостоять этой угрозе, этой демонстрации агрессии, этой демонстрации доминирования? И как будет развиваться эта конкуренция между альфа-самцами? Мы не можем прогнозировать, потому что на тот момент мы уже не имеем дела с международными соглашениями, и мы будем иметь дело, как было сказано в одном подкасте, с правилом Дона. Это верховенство закона, но это правило Дона, Дональда Трампа. Не уверен, что он лучший, но я думаю, вы поняли суть, верно? Мы оставляем позади законы и соглашения, и мы переходим к этому уровню личных отношений, который очень непредсказуем. И в этот момент имеет ли смысл для страны быть в НАТО, где она может быть связана по существу, связана из-за того, что этим главным гарантом безопасности являются Соединенные Штаты, не выполняющие свои, как другие члены могут считать, обязанности в соответствии с договором, которым является соглашение НАТО. Я имею в виду, что здесь это кажется довольно логичным и довольно простым. Это означает, что Европа должна, прежде всего, начать заботиться о себе и сделать это довольно быстро, потому что на данный момент кажется, что ядерное сдерживание – это единственное, что работает против вторжения. И на самом деле ядерное сдерживание может быть эффективнее НАТО, чем другие альянсы. Хотя, возможно, появятся и другие альянсы, чтобы вытеснить НАТО, так как, опять же, Соединенные Штаты в основном заняты не только Панамским каналом, но и захватом, пытаясь приобрести Гренландию под видом своего рода враждебного захвата. Не будем забывать, что Дания входит в НАТО. Это означает, что это за альянс, каково его состояние на данный момент. Если сложить все это вместе, то можно сказать, НАТО, может быть, мы сможем сделать это без вас. И использовать это в качестве метода переговоров, возможно, не самая плохая идея для Украины. Если говорить о Рамштайн, то действительно в Рамштайн будет участвовать Ллойд Остин, министр обороны США, он действующий министр, но много дискуссий на тему, успеет ли Байден выделить все деньги на поддержку Украины. А если останется, то заблокирует ли его Трамп после 20 января? Мы узнаем это совсем скоро. Но я склоняюсь к тому, что любые самолеты, которые будут находиться в воздухе 20 января в полдень, развернутся, если они летят в Украину с большим количеством припасов, и приземлятся где-то еще. Потому что, среди избирателей, во время предвыборной кампании, что недавно закончилось в Соединенных Штатах, было очень четкое понимание, что если вы поддерживаете Камалу Харрис, вы поддерживаете Украину. И если вы поддерживаете Дональда Трампа, вы против финансовой поддержки Украины. И у вас много вопросов к Украине о том, как она использует эти деньги. И на эти вопросы будут даны ответы, по крайней мере, поиск ответов, как только новая администрация вступит в должность, потому что очевидно, что они будут стремиться выяснить, что случилось со всеми потраченными деньгами, сказал Илон Маск.
И это будет еще одна вещь, которую мы с вами обсудим, похоже, в ближайшие несколько недель, потому что это будет такой резкий сдвиг от «вот вам вся помощь» к тому, как вы потратили всю помощь. Теперь давайте поговорим об этом. И я думаю, что этот разговор об участии между Соединенными Штатами и Украиной может начать выглядеть совершенно иначе, опять же, во многих отношениях после 20 января. Поэтому я думаю, что те люди, которые думают, что еще деньги остались, должны знать и что для их использования требуется президентская власть и желание. И мы видели, что когда Дональд Трамп был президентом во время своего первого срока, он фактически задействовал джавелины и их продажу, которая уже была одобрена Конгрессом, и все еще пытался договориться о дополнительной сделке с президентом Зеленским, что привело к первому импичменту. Немного разочаровывает, что, похоже, президент Зеленский в своем интервью Лексу Фридману продемонстрировал определенную готовность возобновить эти расследования в будущем, если это будет необходимо, нужно, полезно. И это разочаровывает, но в то же время Украине так или иначе нужно поддерживать хорошие отношения с Соединенными Штатами. И если это то, что потребуется, то, думаю, было бы хорошо, если бы существовала какая-то граница, но посмотрим. Юрий, как вы вообще оцениваете интервью Зеленского с американским подкастером Лексом Фридманом? Как вы думаете, на кого были направлены основные послания и насколько они были болезненными? По итогам нескольких дней после этого интервью, есть ли еще плюсы или минусы для Украины? Хороший вопрос. Я посмотрел большую часть интервью. Я не знаю, сколько людей в итоге смотрели все 3 часа, пока длилось интервью. Было несколько интересных моментов, и один из которых, как мне кажется, важно отметить, что Лекс Фридман родом из бывшего Советского Союза, как и я. Он приехал, когда ему было 11 лет. Я приехал, когда мне было 13 лет. Мы приехали со своими родителями. На самом деле он поселился здесь, в Чикаго, вниз по улице от меня, в Южном Висконсине, и в конечном итоге построил довольно выдающуюся карьеру в области компьютерных наук и действительно кажется очень, очень умным человеком, что довольно странно, потому что, когда я слушал его вопросы, они показались мне довольно наивными, но это нарочно так. Я думаю, что здесь смысл в том, чтобы журналист не задавал трудных вопросов, которые позволяют другим людям в некотором роде утвердить свое мнение и свои действия и донести все это до широкой публики. А здесь он просто ставит им очень мягкие вопросы, позволяя им говорить о том, о чем они хотят говорить. Это не совсем Такер Карлсон, потому что у Такера Карлсона очень четкая, объективная, идеологическая точка зрения. Лекс Фридман придерживается более наивного взгляда, когда он может пригласить кого-то, кто имеет большой смысл, и кого-то, кто не имеет большого смысла. Знаете, у него был и Канье Уэст, и у него были, давайте посмотрим, я пытаюсь вспомнить, Илон Маск, Дональд Трамп и Зеленский. Так что я думаю, что на этом уровне, когда мы смотрим на вещи в перспективе, мы видим, что это полезный рупор для определенной аудитории. И понятно, что именно на эту аудиторию и рассчитано. Потому что, когда я посмотрел обзоры, я увидел, что у них было очень мало просмотров, хотя само интервью Зеленского уже набрало более 2 или 3 миллионов просмотров. Так что, кажется, это должна быть очень популярная тема. Поэтому, если я запишу видео, я получу много просмотров, но этого не происходит. Это говорит мне о том, что это было для аудитории Лекса Фридмана. И вы знаете, это интересно, что когда они хотят что-то продвигать, возникает большой интерес к определенным конкретным видео и просмотрам. Но это был очень конкретный вопрос. Как бы это объяснить, что я пытаюсь здесь сказать?
Видите ли, я не слежу за Fox News так пристально, как хотелось бы, потому что мне может быть трудно противостоять такого рода дезинформации, и поэтому я не слежу за всеми видеоблогерами и подкастерами, которые существуют в этой экосфере. И поэтому вполне возможно, что у них было много просмотров, но влогеры, блогеры и журналисты, за которыми я слежу, не увидели большого интереса в этом интервью. Мы уже знаем, кто такой Зеленский, мы уже знаем, что такое Украина. Нам не нужно это обоснование. Но вопросы, которые задавал Лекс Фридман на самом деле хвалит Трампа. Я думаю, что Лекс Фридман дал Зеленскому возможность хорошо показать себя Трампу, что было, в некотором роде, великодушно, потому что он сказал: «Расскажите нам, почему Дональд Трамп выиграл эти выборы, и объясните нам, почему вы считаете его таким великим». На что Зеленский, я думаю, дал прекрасный ответ, объяснив, что Дональд Трамп выиграл, потому что он был сильнее, и это правда, и он был сильнее, чем Камала Харрис, и я думаю, что быть сильнее – это такой широкий термин, потому что это все равно, что сказать, что он выиграл игру. Потому что он набрал больше очков. Это действительно так. То есть говорить о том, что Дональд Трамп победил, будучи сильнее. Я не думаю, что это задевает чьи-то чувства, и технически это правда. Так что я думаю, что в тот момент, я думаю, важно признать, что было бы, вероятно, более выгодно наладить отношения с будущим президентом до выборов. Потому что тогда это имело бы больше ценности. Но, на мой взгляд, дипломатия требует заявлений, и, как мне кажется, Зеленский достаточно хорошо справился со своим интервью. Я думаю, что его влияние очевидно. Есть люди, которые скажут, что это оказывает и будет иметь влияние, но, вероятно, если остановиться на секунду, также важно спросить себя, изменит ли это интервью что-нибудь. И я думаю, что нет. Потому что я чувствую, что все эти разговоры о количестве просмотров и количестве отзывов говорят мне о том, что, возможно, есть некоторое любопытство, но люди, которые хотят слушать Дональда Трампа, будут слушать Дональда Трампа. И если Дональд Трамп не заинтересован в помощи Украине, то вряд ли имеет значение, что говорят другие. Не только Зеленский. Другие люди, кроме Илона Маска, кроме Дональда Трампа-младшего, возможно, кроме Владимира Путина. На самом деле не имеет значения, что говорят другие люди. Это был хороший способ продолжить информационно-разъяснительную работу для этой публичной дипломатии, потому что Украина будет продолжать нуждаться в двухпартийной поддержке. И просто тот факт, что люди теперь могут самостоятельно отправлять деньги на поддержку украинских вооруженных сил. Вы знаете, люди из Америки, я думаю, больше осознают нашу возможность и ответственность помогать украинцам, потому что наше правительство больше не собирается этим заниматься. Таким образом, все больше и больше будет зависеть от нас, хотим ли мы делать пожертвования для поддержки украинских вооруженных сил. И я думаю, что эти вопросы возникнут так же, как и это было в начале широкомасштабного вторжения в феврале-марте 2022 года. Трамп вроде бы не похож на Лукашенко, но он показал карту, где США и Канада находятся вместе, и написал «О, Канада». Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил Трампу: «Шансов аннексировать Канаду нет. Это шутка, или планы Трампа о Канаде, о покупке Гренландии, о Панамском канале. Все эти посылы правдивы, на самом деле». Я думаю, что это правда. Я думаю, что они очевидны, таковы его намерения, и я не вижу причин сомневаться в них. Я не уверен, что он может позволить себе такую цену. Я думаю, что он, безусловно, хотел бы этого, возможно, из-за причин, связанных с наследием, или, возможно, из-за имперских амбиций. Кто знает, почему? Потому что в Америке для многих, я думаю, для большинства людей даже не имеет смысла, почему мы хотим больше территории. Потому что есть много разных мест, как, например, Гренландия, где мы можем иметь доступ для нашей армии. Но это на самом деле не наша. Она принадлежит Дании. Так что это головная боль, которая принадлежит Дании, а не Соединенным Штатам. Но если мы посмотрим на это с точки зрения глобального потепления и изменения климата, однако большая часть Гренландии теперь свободна от льда, я понимаю, что это примерно размер моего штата Массачусетс.
Это очень много земли. Я думаю, что это большая территория, на которой могут быть некоторые другие вещи, которые, возможно, нужны Илону Маску или некоторым другим людям. Так что, возможно, в Гренландии все-таки есть какая-то ценность, если смотреть с этой точки зрения. Но даже тогда кажется, что они могли бы получить к этому доступ другим путем и работать с Данией. Но в любом случае, я думаю, что для меня это просто подтверждение того, как Дональд Трамп видит мир в сферах влияния и как Северная Америка — это Соединенные Штаты. Он хочет Канаду, но не хочет Мексику, и это своего рода, я не скажу расизм, но в этом есть что-то особенное, не так ли? А как же Мексика? Кажется, что они были бы гораздо более заинтересованы в том, чтобы быть частью Соединенных Штатов, чем Канада, и на самом деле, если Канада присоединится к Соединенным Штатам, неясно, будет ли это один штат, или все провинции станут отдельными штатами с 2 сенаторами. Вряд ли это кажется справедливым, не говоря уже о том, сколько людей в Конгрессе им понадобится. И Канада гораздо более либеральна, чем Соединенные Штаты. Канада похожа на европейскую страну. И это означает, что Соединенные Штаты немедленно станут гораздо более левоцентристской страной с политической точки зрения, потому что там 40 миллионов населения со всеми своими избирателями. Точно так же, как если Калифорния решит отделиться и выйти из состава Соединенных Штатов, оставив все остальное в стороне, то Соединенные Штаты станут гораздо более прочной республиканской красной страной, потому что в Калифорнии много демократов. Так что с политической точки зрения, Канада не имеет никакого смысла. Я думаю, что мы можем сесть и обсудить, насколько нереалистичным может быть каждое конкретное утверждение. Но я думаю, что это посылает сигнал об очень больших аппетитах и о том, как эти аппетиты будут удовлетворены. Мы собираемся выяснить это, но для этого потребуется лидерство. Это потребует лидеров разных стран. Мы видели, как президент Мексики занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Дональду Трампу, и теперь Дональд Трамп имеет дело с Канадой. Так что, возможно, есть что-то, что можно сказать в пользу того, чтобы постоять за себя, за свою страну, потому что именно это сейчас понимают в этом мире. Это мир силы. Мы ушли из мира морали. Мы быстро оставляем это позади, и затем, 20 января, в полдень, это определенно будет сила, которую мы понимаем. И потребуется некоторое время, чтобы понять, в чем его сила, потому что Илон Маск очень высокого мнения о своих способностях влиять на ситуацию во всем мире. И пока совсем не ясно, достигли ли мы дна уже. Хорошо, увидим. Юрий, спасибо вам большое, что присоединились к нам. Берегите себя. Спасибо. И вам спасибо, и всем зрителям, и слушателям в Украине, и спасибо за вашу работу. Мы победим. До встречи. Спасибо, друзья, что присоединились к нам, за просмотр. Меня зовут Ирина Узлова, и сегодня с нами был Юрий Рашкин, ведущий YouTube-каналов Рашкин Report, а также преподаватель по коммуникациям в Университете Висконсина и окружной депутат в округе Рок, штат Висконсин. Увидимся на следующей неделе.